Социальная сеть Telegram в опасности. Ее создателя Павла Дурова удерживают французские силовики. Почему это произошло и что оно значит для нас, ты узнаешь прямо сейчас. Подписывайся на канал, а я продолжаю. Понимаешь, арест Дурова нам о многом говорит, и причем не о хороших новостях. Telegram — это одно из немногих мест, где человек может спокойно читать, что хочет, и при этом не бояться, что за ним кто-то следит. И вот эту последнюю лазейку у нас пытаются забрать, чтобы окончательно добить. Вот я для тебя бесконечно делаю ролики про украинско-российский военный конфликт. И если ты мой постоянный зритель, то понимаешь, что я стараюсь быть максимально объективным в своих роликах. Но каждый раз я сильно рискую по Ютубу, когда снимаю ролики, потому что Ютуб может легко определить личность человека и где он находится. Особенно если человек зарабатывает на Ютубе, то Ютуб даже знает его паспортные данные. Такая же ситуация и с другими платформами, независимо от того, насколько человек хорошо скрывается. Telegram же это единственная соцсеть, где не нужно переживать за свои данные. Именно за это, как мне кажется, Дурова и задержали французские силовики, а не за наркоту, терроризм и прочую фигню, что там придумало следство. Как Дуров вообще может заниматься подобным криминалом, я не понимаю. Он же в первую очередь создатель соцсети, а не уголовник. Вряд ли у него бы нашлось время или навыки на подобные вещи. А вот то, что Дуров не собирается ни с кем сотрудничать, и то, что он не дает данные пользователей никакому государству, могло бы заинтересовать силовиков Франции. Так как данная страна является частью западного блока, то мотивы ареста Дурова понятны. Тем более, что на днях этот человек ездил в Азербайджан, с которым у Франции натянутые отношения, а также в Россию, где, по данным различных источников, дал ключи доступа в Telegram для российских спецслужб, чтобы те могли противостоять терроризму в России. Правда это или нет, решайте сами. Но такие действия Дурова вряд ли понравились Франции, учитывая то, что Павел Дуров является французским гражданином. Возможно, западные страны хотят также получить ключи доступа в Telegram для отслежки за русскими политиками. В любом случае, даже если все сказанное мной является конспирологией, то арест Дурова все равно когда-то должен был произойти. Ведь этот человек не просто предприниматель. Он создатель влиятельного мессенджера, который использует больше полумиллиарда человек. И этот мессенджер не подкреплен ни к какой стране, а мир, в котором мы сейчас живем, меняется и становится многополярным. Каждый крупный геополитический игрок пытается создать свою реальность, отдельную от остального мира. Например, американцы контролируют данные пользователей Facebook и Instagram, китайцы создают свои социальные сети, а русские замедляют YouTube. Все это делается не просто так, а для того, чтобы контролировать взгляды аудитории на своем же жизненном пространстве. И вот мессенджер Telegram вообще не вписывается в данные международные тенденции, ибо никому не нужна сейчас нейтральная соцсеть, потому что она и перетянет на себя все внимание. Потому даже если б Дурова не поймали сегодня, на этого человека все равно объявили охоту. Вот только что теперь произойдет с Telegram? Какая судьба ждет этот мессенджер? Понимаешь, тут все зависит непосредственно от Дурова и от сообщества Telegram. Французские силовики явно будут пытать создателя Telegram, чтобы получить доступ к этой соцсети. И если Дуров не выдержит, то это станет первым шагом к уничтожению Telegram. Эта соцсеть потеряет свой особый шарм, за который ее так полюбили, и станет обыденной западной соцсетью. Своей неосторожностью Дуров подвергает простых людей возможности окончательно лишиться объективной информации о мире в целом. Судя по всему, Telegram-сообщество бурно отреагировало на арест Дурова, и оно может внести свой вклад в эту историю. Некоторые аналитики считают, что это очередной звоночек к тому, что большие дяди западного блока двигают начало большой гибридной мировой войны, потому что им надо спасать свою перегретую финансовую систему. Telegram, по мнению аналитиков, им мешал, как островок полной демократии и свободы, так как почти все популярные социальные сети фактически находятся под контролем западных корпораций. А как говорится, кто владеет информацией, тот владеет и всем миром. И потому западным корпорациям необходим полный контроль за всем медиасегментом, чтобы контролировать информационное пространство и распространять нужную для них информацию, а неудобную сразу кидать, как они это делали с Инстаграмом и Фейсбуком. Это тревожный знак для мира и бизнеса в целом. Арест Дурова показывает, что поездки на Запад, даже простые поездки, становятся опасными, а Франция окончательно похоронила себя как демократическую страну, в которой
которой есть свобода слова, а также свобода бизнеса. При этом, вроде бы Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказывал, как на него давят спецслужбы НАТО, чтобы получить доступ к чатам. Зачем шла атака на мессенджер Telegram через Apple, которую Павел Дуров отбил. После этого он, получив гражданство Франции, едет в Азербайджан, президент которого обещает помочь всем угнетенным народам освободиться от гнета французов. Затем летит сразу во Францию, и разве это не глупо с его стороны, не понимаешь? Зачем он вообще туда полетел? Потому все больше вопросов возникает по поводу ареста Дурова. Хватит безнаказанности для Telegram, сообщал один из французских следователей на фоне задержания Павла Дурова. Его слова передала газета Le Figaro. Газета пишет, что следователь был очень удивлен решением Дурова приехать во Францию, потому что этот человек знал, что его разыскивают во Франции. Сообщалось, что бизнесмен был объявлен персоной нон-гранта для французского государства. Вот прямая цитата. Возможно, Дуров поехал во Францию из-за чувства безнаказанности. По словам еще одного источника, у Дурова мог быть запланирован ужин в Париже, и бизнесмен должен был провести во французской столице как минимум вечер. За Дурова, кстати, заступился Илон Маск, который является владельцем соцсети X. Маск запустил хэштег FreePavel и прикрепил его к посту Дурова Такеру Карлсону. Мое же видео тоже выражает поддержку Павлу Дурову, и я прошу тебя накидать побольше хэштегов FreePavel в комментарии. Надеюсь, я смог тебе объяснить ситуацию с арестом Дурова, и увидимся в следующем ролике.